Всем доброе утро! Сегодня мы будем делать костюм Корнелии Хейл из сериала «Чародейки». Приступим? Для этого нам потребуется габардин, агроволокно, нитки, молния и мелок. Вкладываем агроволокно в один слой и сворачиваем по диагонали для того, чтобы выкроить юбку 1/4 солнца. Чтобы сшить такую юбку, нам понадобится две мерки: обхват талии и длина изделия. Обхват моей талии 79 см. Я выясняю радиус с помощью формулы длины окружности. Так как у нас юбка 1/4 солнца, то необходимо радиус умножить на 4. Радиус отмечаем от верхней точки выкройки. Таким образом получим линию талии и от нее отмечаем длину изделия. Вырезаем. Срез юбки закрепляем скотчем и примеряем. Закрепляем юбку скотчем на себе и начинаем моделировать верх юбки. Первым делом определяем длину разреза, отмечаем фломастером и разрезаем скотч с помощью ножниц. Далее на поясе рисуем узор баски. Вырезаем все смоделированные детали, вновь скрепляем и примеряем, чтобы все хорошо сидело. Если есть какие-то недочеты, мы можем исправить их на выкройке, закрепляя все скотчем, вновь срезая и подравнивая края. Сейчас я разрезаю юбку по боковым швам и подравниваю низ. Приступаем к раскрою юбки. Разложим материал в один слой и сверху наколем наши выкройки по долевой нитке. Наши детали обводим мелком и вырезаем с припуском в 1,5 см. Обратите внимание на то, что у меня будет использовано 5 деталей. Деталь переда, деталь зада юбки и 2 детали баски, которые я буду отдельно моделировать, срезая с первоначальной выкройки. Также у меня будет деталь, дублирующая баску, чтобы та лучше сидела и держала форму. Я использую очень плотный дублин. Его вам понадобится совсем немного. Если у вас нет возможности его приобрести, можете использовать простой на мягкой основе. Но имейте в виду, что тогда юбка будет отгибаться в зоне завитка. Чтобы смоделировать баску, просто срежьте выкройку по длине самой баски и вырежите с припуском из габардина и без припусков на дублине. Следующим этапом нам необходимо продублировать переднюю часть юбки. Для этого необходимо клеевой стороной внутрь положить дублин на габардин, намочить, чтобы клей схватился, и с помощью утюга приклеить. Следующим этапом необходимо стачать боковые швы юбки. На одной из сторон, чаще всего это правая, необходимо оставить 15 см, не доходя до конца юбки. Эту часть мы будем стачивать молнию. После того, как вы стачали боковые швы, займемся баской. Выворачиваем юбку на лицевую сторону, а баску на изнаночную. И надеваем их друг на друга и скалываем иголочкой. Чтобы вам проще было впоследствии сшивать баску на машинке, можете наметать иголкой с ниткой.
Вырезаем баску с припуском в 0,5 см. Также делаем надсечки на местах закругления. Выворачиваем изделие. Все срезы изделия я обрабатывала на оверлоке. Низ юбки на оверлоке и пристрочила на 0,5 см. И вот какая юбочка у меня получилась. Также за кадром я приметала молнию, а края разреза обработала зажигалкой.